Вы когда-нибудь задумывались, почему новая дорога возле вашего дома рассыпается уже через пару лет, а мосты, которые строили на наших глазах за считанные годы, покрываются сеткой трещин и рыжей ржавчиной? Почему современный бетон, созданный в лабораториях, начинает умирать почти сразу после заливки? В это же время в самом центре Рима, среди хаоса современного мегаполиса, возвышается Пантеон. Это здание стоит 19 столетий. Его гигантский бетонный купол не имеет стального скелета, не знает, что такое коррозия, и до сих пор остается самым большим неармированным бетонным сводом в истории человечества. Как это возможно? Почему технологии, которыми обладали люди в сандалиях, превосходят достижения цивилизации, покорившей атом и космос? Официальная история утверждает, что это просто удачный рецепт. Но если это так, почему мы не можем его повторить? Почему современные корпорации, владеющие секретами нанотехнологий, продолжают строить объекты, срок службы которых едва достигает 50 лет? Существует версия, что знания о вечном камне были намеренно изъяты из обращения, превращены в запретную археологию, чтобы поддерживать бесконечный цикл строительства и потребления. Сегодня мы сорвем пломбы с этого дела и заглянем внутрь живой системы, которую мы привыкли называть обычным камнем. Чтобы осознать дерзость римских инженеров, нужно забыть о цифрах и включить воображение. Пантеон — это бетонная полусфера, парящая в воздухе. Внутри этого пространства легко поместится современный 15-этажный дом. Высота от пола до вершины 43 метра. Это высота девятиэтажки, умноженная на 2, накрытая монолитной каменной крышей, в которой нет ни единой стальной балки. Магия Пантеона не только в химии, она в геометрии, которую невозможно скрыть. Внутреннее пространство — это идеальная сфера. Если вы достроите нижнюю полусферу купола, она коснется пола с точностью до миллиметра. Римляне буквально заперли бесконечность в бетонную клетку. Посмотрите на эти квадратные углубления в потолке кессоны. Обыватель видит в них декор, но инженер видит гениальное решение по снижению массы. Вырезая эти 140 ступенчатых ниш, строители убрали сотни тонн лишнего веса, не потеряв ни грамма прочности. Это был режим экономии задолго до появления программы по оптимизации конструкций. Вес купола составляет 5000 тонн. Чтобы вы понимали, это вес 130 современных железнодорожных вагонов, нагруженных углем, который кто-то решил подвесить над вашей головой на высоте птичьего полета. По законам современной физики такая конструкция обязана была схлопнуться внутрь еще на этапе заливки. Без стальной арматуры, которая принимает на себя растягивающие нагрузки, бетон – крайне хрупкий материал. Он отлично работает на сжатие, но стоит приложить усилия на разрыв, и он трескается, как сухое печенье. У древних римлян не было лазерных нивелиров, не было гидравлических кранов. Весь этот бетон, миллионы кубометров, замешивался вручную. Армия рабов перетирала компоненты в огромных корытах, используя лишь силу собственных мышц. Смесь доставляли на высоту 30-этажного дома в кожаных мешках, передавая их по цепочке. Пантеон не просто стоит. Он пережил падение Римской империи, набеги варваров, которые обдирали золоченую бронзу с его крыши, средневековые пожары и вибрации от современного римского метро. В то время как наши мосты рушатся от простого резонанса или перепада температур, и этот купол лишь плотнее усаживается на свои опоры. Древние строители не просто возвели стены, они заложили в них логику выживания, которая кажется нам магией. Если вы думаете, что римляне просто вывалили гору бетона в форму и ждали, пока она засохнет, вы глубоко ошибаетесь. Секрет Пантеона в безупречной послойной заливке, которую сегодня не может повторить ни одна строительная бригада.
Римские инженеры не использовали жидкий текучий бетон, к которому мы привыкли. Их раствор был густым, как плотный творог. Его не заливали, а буквально прессовали вручную, используя тяжелые грузы прямо в деревянной форме. Этот метод сухой укладки исключал появление воздушных пузырей, главных убийц прочности. Каждый слой толщиной всего в 20 сантиметров тщательно уплотнялся до тех пор, пока на поверхности не выступала влага. Это создавало невероятную плотность, недоступную современным вибраторам на стройках. Но самое поразительное – это химическая связь между слоями. Римляне делали паузы между заливками так точно, что верхний слой вступал в реакцию с нижним на молекулярном уровне, превращая купол в единый искусственный монолит без холодных швов. Они использовали разные типы бетона в зависимости от высоты. У основания это был тяжелый массив с вкраплениями травертина. Ближе к вершине в раствор добавляли туф, пористую вулканическую породу. Это была филигранная работа с весом. Они облегчали здание прямо в процессе роста, создавая градиент плотности. Это все равно, что строить пирамиду, у которой основание из свинца, а вершина из пенопласта. При этом визуально это один и тот же камень. Такая логика распределения нагрузок позволяла куполу не давить на стены, а буквально расползаться по ним, направляя энергию сжатия в мощный фундамент. Римляне не просто мешали бетон, они программировали его физические свойства для каждой точки пространства. Вода – самый коварный враг архитектуры. Она находит лазейку в любом, даже самом плотном бетоне. Проникая к стальной арматуре, она запускает процесс окисления. Железо начинает ржаветь. И здесь кроется физическая ловушка. Ржавчина занимает в 3-4 раза больше объема, чем чистый металл. Она расширяется внутри бетона, словно мощный гидравлический домкрат. Представьте, что вы заморозили воду в закрытой стеклянной бутылке. Лед расширяется и разрывает стекло в мелкую крошку. То же самое происходит с нашими мостами и небоскребами. Сталь, призванная спасать здание, становится его главным убийцей. Она разрывает бетон изнутри, превращая монолит в труху. Современное строительство – это бомба замедленного действия с уже заведенным таймером. Транснациональные строительные гиганты прекрасно знают об этом. Им невыгодно строить на века. Если мост простоит 2000 лет, кто будет платить за новый тендер через 50 лет? Кто будет закупать миллионы тонн новых присадок и полимеров? Мы живем в эпоху запланированного разрушения, где древний пантеон – это немой укор нашей алчности и некомпетентности. А что насчет алхимии добавок? Это еще один слой тайн, о котором редко пишут в учебниках. Древние тексты Плиния Старшего и Витрувия намекают на то, что в бетон подмешивали странные компоненты – бычью кровь, свиной жир и даже скисшее молоко. Современные скептики долго смеялись над этими суевериями, пока химики не провели тесты. Выяснилось, что римляне использовали нанотехнологии за 2000 лет до их официального открытия. Белки и жиры вступали в реакцию с известью, создавая мельчайшие пузырьки воздуха, своего рода антифриз древности. Эти микропустоты позволяли бетону расширяться и сжиматься при перепадах температур, не образуя трещин. Кровь действовала как мощный пластификатор, делая раствор невероятно липким и удобным для формовки сложных изгибов купола. Это был не просто камень, это был сложный композит, усиленный органикой. Особое внимание уделялось фракции наполнителя. Римляне никогда не использовали гладкий речной песок, который мы кладем в бетон сегодня. Они использовали только колотый вулканический гравий с острыми краями. Эти острые грани цеплялись за раствор, как микроскопические крючки, создавая эффект армирования без единого грамма железа. Современная наука пытается создать самоуплотняющийся бетон, тратя миллионы на полимеры, в то время как римляне достигали того же эффекта, просто понимая, как молекула жира взаимодействует с молекулой кальция. Они превратили строительство в алхимию, где каждый компонент от пепла до крови
выполнял строгую инженерную функцию, создавая материал, который со временем не стареет, а кристаллизуется в вечность. И вот финальный аккорд, который окончательно рушит миф о нашей технологической исключительности. Для обжига современного цемента нужны печи, разогретые до 1450 градусов. Это адское пламя пожирает ископаемое топливо и выжигает атмосферу. Римлянам было достаточно 900 градусов для обжига извести. Их технология была не только долговечнее, она была в разы холоднее и чище. Мы сжигаем им планету, чтобы строить мусор, в то время как древние использовали энергию, которая не уничтожала будущее. Мы не прогрессируем, мы просто научились тратить ресурсы быстрее. Десятилетиями ученые с высокомерием смотрели на образцы римского бетона. Под микроскопом они видели странные белые вкрапления, маленькие комочки, похожие на нерастворенную известь. В учебниках архитектуры это называли браком. Считалось, что римляне строили небрежно, плохо перемешивая раствор. Над античными инженерами посмеивались, утверждая, что их постройки выжили лишь благодаря огромной толщине стен. Если вам кажется, что современная наука специально вводит нас за нос, скрывая истинные возможности человеческого разума, самое время подписаться на этот канал и поставить лайк. Мы здесь для того, чтобы находить чертежи, которые были стерты из истории. А мы продолжаем. Истина вскрылась, когда за дело взялись материаловеды нового поколения. Они применили метод синхротронной рентгеновской спектроскопии. И то, что они увидели, заставило их похолодеть. Эти белые комочки не ошибка. Это ключевой узел системы жизнеобеспечения здания. Это гранулы негашенной извести. Римские инженеры использовали метод горячего смешивания. Они добавляли известь в бетон не в виде гашеной пасты, как это принято сегодня, а в виде активных, раскаленных химической реакцией кусков. Это создавало внутри смеси невероятную температуру. Весь бетонный массив в момент заливки буквально кипел, превращаясь в единую химическую матрицу. Зачем? Они создали систему самозалечивания. Перестаньте думать о бетоне как о камне. Начните видеть в нем живую ткань. Когда в современном бетоне появляется микротрещина, в нее попадает вода и начинает разрушение. В римском бетоне вода, попадая в трещину, неизбежно натыкается на один из этих белых комочков, скрытый резервуар извести. Здесь начинается магия химии. Вода мгновенно реагирует с известью, превращаясь в раствор, перенасыщенный кальцием. Эта жидкость течет по трещине, заполняя ее до краев. И тут в игру вступает второй секретный компонент – вулканический пепел из местечка Путиоли. Этот пепел, рожденный в недрах вулкана, богат активными силикатами. Вступая в контакт с кальциевым раствором, он запускает процесс кристаллизации. Трещина буквально зарастает новым камнем. Прямо на ваших глазах здание регенерирует. Это работает точно так же, как заживает рана на вашем теле. Кровь сворачивается, образует струп, и ткани срастаются. Римский бетон – это первый в истории искусственный интеллект в материаловедении. Материал, который сам находит свои повреждения и сам их устраняет, становясь в месте разрыва еще крепче, чем раньше. В чем главная трагедия нашего бетона? Когда в нем появляется трещина, она растет по пути наименьшего сопротивления, пока не встретит арматуру. В римском бетоне все иначе. Кристаллы, которые вырастают из белых комочков, имеют волокнистую структуру. Они не просто заполняют пустоту, они прошивают ее, создавая мостики на микроуровне. Это как если бы вы не просто замазали дырку в стене пластилином, а заставили края раны срастись живыми сухожилиями. Современные лаборатории только сейчас пытаются воссоздать этот процесс, называя его биомиметическим дизайном. Хотя рецепт лежал у них под ногами 2000 лет. Почему же мы не используем это сегодня? Ответ может лежать в плоскости геополитики древнего мира. Путиоланский пепел был стратегическим ресурсом Римской империи, таким же ценным, как нефть или микрочипы в наши дни. Его добывали в строго определенных местах у подножия Везувия.
Римляне контролировали логистику этого пепла по всей империи. Секрет его пропорции в смеси с негашенной известью охранялся на уровне государственной тайны. Гильдии каменщиков передавали рецепт из уст в уста, не доверяя его бумаге. Когда империя начала рушиться, а торговые связи прервались, поставки магического пепла прекратились. Знание о горячем смешивании стало слишком опасным для тех, кто хотел быстро и дешево строить укрепления из того, что было под рукой. Рецепт не забыт, он был утрачен вместе с пониманием того, что здание может быть частью экосистемы планеты. И все же, неужели в архивах Ватикана или в руинах Помпей мы не найдем четких чертежей и химических формул? В античном мире знание было элитарным. Мастер-строитель не был просто рабочим, он был посвященным. Секреты смешивания путиоланского пепла и контроля температуры горячей заливки передавались как священные ритуалы, скрытые за метафорами алхимии. Когда христианство пришло на смену язычеству, многие из этих гильдий были объявлены еретическими, а их знания – магией, которую следовало искоренить. Мы потеряли не просто рецепт бетона, мы потеряли целый пласт инженерного мышления, где материаловедение было неразрывно связано с философией природы. Сегодня мы пытаемся восстановить эти крупицы знаний с помощью суперкомпьютеров, но все еще не можем ответить на главный вопрос. Как люди, не знавшие электричества, смогли создать материал, который смеется над временем? Возможно, ответ кроется в том, что они строили не для того, чтобы отчитаться перед инвесторами, а для того, чтобы их имена эхом отзывались в вечности. Сегодня нам продают портландцемент, энергозатратный, недолговечный и экологически грязный продукт. Производство современного цемента отвечает за 8% всех выбросов углекислого газа на Земле. Римлянам не нужны были заводы с огромными печами. Им нужна была энергия вулканов и простая известь. Мы променяли вечное знание на сиюминутную прибыль строительных магнатов. Но настоящая мощь римских технологий раскрывается там, где любая человеческая конструкция обречена на гибель в соленой морской воде. Современные бетонные пирсы – это памятники тщеславию. Соль проникает в пары, разъедает арматуру, и через 40 лет волнорез рассыпается, превращаясь в груду строительного мусора. Римляне же строили порты, которые стоят по 2000 лет. При исследовании морского бетона ученые обнаружили нечто невероятное. Соленая морская вода, которая для нас является ядом, для римского бетона стала эликсиром бессмертия. При контакте с морской водой внутри бетонной матрицы начинает расти редкий минерал – алюминиевый табермарит. Его длинные игольчатые кристаллы прошивают бетон насквозь, сплетаясь в структуру, напоминающую кольчугу. Чем сильнее шторм, чем больше соленой воды бьет по римскому волнорезу, тем больше новых кристаллов там рождается. Океан не разрушает римские постройки, он их достраивает, он укрепляет их каждую секунду. Древние строители не боролись со стихией, они сделали ее своим рабочим. Они создали алгоритм, при котором агрессивная среда превращается в источник прочности. Это уровень инженерии, до которого наша цивилизация еще просто не доросла. Давайте заглянем под кожу пантеона. Если мы сделаем анатомический разрез стен здания, мы увидим не однородную массу, а сложнейший слоеный пирог. Римляне понимали гравитацию лучше любого современного архитектора. У основания стены пантеона имеют толщину в 6 метров. Они сделаны из самого тяжелого бетона с добавлением крупных кусков базальта. Но чем выше поднимается купол, тем легче становится материал. Инженеры постепенно меняли наполнитель. Сначала на туф, а затем у самого окулуса отверстие в центре купола на легкую вулканическую пемзу. Они снижали плотность камня так искусно, что купол сам распределяет нагрузку на массивные стены, не требуя никаких дополнительных опор. Окулюс в центре – это не просто окно для света. И это инженерная разрядка. Отсутствие веса в самой критической точке купола позволяет всей конструкции дышать. Внутри этого здания создается особый микроклимат.
Даже в самый сильный ливень вода, попадающая через 9-метровое отверстие в крыше, не затапливает храм. Римляне спроектировали пол с едва заметным уклоном и 22 скрытыми дренажными отверстиями. Они контролировали все, от движения воздушных масс до химической регенерации камня. Пантеон — это гигантская, идеально настроенная машина из живого камня. Но Окулюс — еще и зрачок циклопа, который превращает Пантеон в гигантские солнечные часы. Строители того времени смогли синхронизировать его с вращением планеты. В полдень 21 апреля, в день основания Рима, солнечный луч проходит ровно через дверной проем, заливая светом площадь снаружи. Это была демонстрация абсолютной власти над пространством и временем. Чтобы этот световой трюк работал вечно, стены должны были обладать монолитной стабильностью. Любая просадка грунта, любой перекос на сантиметр, и магия света исчезнет. Современные небоскребы гуляют под порывами ветра, их шпили отклоняются на метры, заставляя жильцов верхних этажей страдать от морской болезни. Пантеон же врос в землю так, будто он является продолжением тектонической плиты. Римляне использовали технологию предварительного напряжения грунта, засыпая в фундамент слои битого камня и извести, которые под весом здания превращались в рукотворную скалу. Они не боролись с гравитацией. Они сделали ее своим главным союзником. Почему мы до сих пор боимся использовать эти знания? Возможно, ответ кроется в том, что римский бетон требует времени. Он не застывает мгновенно. Ему нужны десятилетия, чтобы войти в полную силу, чтобы кристаллы табермарита сплелись в свою вечную сеть. В нашем мире, где отчетность идет по кварталам, а прибыль нужна вчера, никто не готов ждать. Мы строим хрупкие города-однодневки, которые требуют бесконечного ремонта. Мы стали заложниками системы, которая избегает вечных вещей. Ведь вечная вещь — это смерть для экономики потребления. Если завтра начать строить дороги по римскому рецепту, они не потребуют ремонта сотни лет. Если построить мосты, которые сами затягивают свои трещины, целые отрасли промышленности окажутся ненужными. Секрет Пантеона — это не просто археологическая находка, это экономическая угроза для современного миропорядка. Именно поэтому рецепт римского бетона так долго называли загадкой, хотя ответ всегда лежал на поверхности, в тех самых белых комочках извести, которые мы считали браком.